что на самом деле произошло той ночью между Чингуком и Тэхёном? Анонимная камера запечатлела момент, который раньше никто не видел. И с тех пор интернет кипит от домыслов, вопросов и теорий, которые оставили армию по всему миру без слов. Это просто совпадение или что-то намеренно скрыто? Напишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если чувствуете что-то странное, и подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение истории, потрясшей мир К-поп. Той ночью, посреди города, который никогда не спит, в тусклом свете уличных фонарей появились два силуэта. Камера, запечатлевшая этот момент, изначально не предназначалась для чего-то масштабного, просто короткое видео с фанатом, проходящим мимо задней парковки здания студии в Коннами. Но кто бы мог подумать, что в один случайный момент мир изменится. Две фигуры, столь узнаваемые миллионами людей по всему миру, Чингук и Тэхён, словно стояли там в атмосфере, слишком личной, чтобы назвать ее случайной. Никто не знает, кто первым заметил их присутствие на видео. Но как только анонимный пост появился на форуме корейского сообщества ранним утром, тысячи глаз уставились на него, замедляя каждый кадр и концентрируясь на каждой детали, словно разгадывая национальную тайну. Действительно ли Чингук и Тэхён находятся в этом месте в такой час? Вопросы на этом не закончились. На 13-секундном видео Чингук, кажется, одет в большую черную толстовку с капюшоном, его лицо частично скрыто маской. Рядом с ним Тэхён замер, глядя на дорогу. Движение их губ было едва различимым, но сквозь шелест ветра и шум проезжающих машин что-то было слышно, словно почти шепот. «Пора». Голос был слабым, почти поглощенным ночным шумом. И с этого момента все задавались вопросом «время для чего?». Хэштег «решетка Юнка Актая Юнг» мгновенно стал мировым трендом за считанные часы. Фанаты в разных странах начали пересматривать видео, анализируя каждое движение, даже направление взгляда. Некоторые были уверены, что это просто совпадение, два старых друга встретились лично, без каких-либо конкретных намерений. Но другие почувствовали что-то странное. Почему они решили встретиться в таком тихом месте, в такой странный час и без привычной охраны, которая их сопровождала? Один из пользователей форума в Корее написал длинный пост, утверждая, что место на видео совпадает с парковкой независимой звукозаписывающей студии, недавно арендованной фрилансером-продюсером, известным своей близостью к некоторым артистам HYBE. С этого момента история стала еще запутаннее. Позже видео было перезалито крупными аккаунтами Wix, ранее Twitter, и реакция публики резко изменилась. Некоторые фанаты с тревогой писали, почему HYBE молчит? Это часть секретного проекта BTS? Или они что-то скрывают? Вскоре после этого кто-то, представившийся бывшим сотрудником одного из дочерних лейблов HYBE, написал комментарий, который накалил все до предела: «Вы, ребята, даже половины истории не знаете». Их не должны были видеть вместе в тот вечер. Комментарий был немедленно удален, но было слишком поздно. Скриншоты разлетелись по всему миру, делая ситуацию еще более загадочной. Посреди всего этого хаоса в центре внимания оказалась небольшая деталь видео. Когда Тэхён повернулся к камере, уличный фонарь отразился от чего-то в его руке, как будто это было тонкое кольцо, едва заметное, но достаточное, чтобы заставить фандом задуматься. «Это необычные аксессуары», — написал один из фанатов, известный анализом стиля участников BTS. Это точно такое же кольцо, которое Чингук носил во время трансляции в V-Live в прошлом году. Это просто совпадение в моде или символ чего-то более глубокого? HYBE хранили молчание. Ни официального заявления, ни разъяснений. Тем временем некоторые корейские онлайн-СМИ начали отправлять репортеров к предполагаемому месту происшествия. Одному журналисту удалось найти зацепку. Неподалеку от места происшествия находится небольшое кафе, известное как место для встреч артистов вдали от всеобщего внимания. Владелец кафе, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что видел в тот вечер в углу комнаты двух молодых людей в толстовках и масках. Однако, когда его спросили, уверен ли он, что это были Чингук и Тэхён, на его лице появилось сомнение. «Не могу сказать наверняка», – медленно проговорил он, но у одного из них была татуировка на правой руке.
Я до сих пор помню, потому что в свете свечи на столе ее было хорошо видно. Только у одного участника BTS есть узнаваемая татуировка у Чингука. Слухи пошли в гору. Фанаты на международных форумах начали составлять хронологию перемещения айдолов, сопоставляя их графики, публикации в социальных сетях и последнее известное место. Удивительно, но их обоих не видели на публике 2 дня подряд, прежде чем появилось видео. Чингук опубликовал домашнее фото с подписью «Ночные мысли». Тем временем Тэхён написал на Weverse: «Иногда нам просто нужно побыть там, где никого нет». Случайно ли эти 2 предложения, или это были скрытые коды? Пока публика продолжала спорить, некоторые фанаты, присутствовавшие на месте, утверждали, что слышали, как вскоре после записи видео подъехала другая машина. Некоторые предположили, что это была служебная машина HYBE, другие же подозревали, что это был личный автомобиль, который тайно их забрал. Из этого родилась новая теория. Встреча была не просто дружеским воссоединением, а чем-то гораздо большим. Анонимный источник из корейской индустрии развлечений даже заявил, что встреча может быть связана с музыкальным проектом, не входящим в официальную программу BTS. Они что-то планируют, не под лейблом, не под руководством, что-то, чем занимаются только они двое. Однако прежде, чем это заявление удалось проверить, аккаунт источника исчез, что еще больше подозрений у общественности. Интернет превратился в поле битвы. Некоторые армии отказывались верить теориям заговора, в то время как другие чувствовали, что HYBE намеренно скрывает какую-то странную энергию. «Они не хотят, чтобы публика узнала что-то важное», написал один из комментаторов, утверждающий, что работал за кулисами кей-поп-индустрии. «Потому что, если публика узнает, все может измениться». Следующим вечером появилось новое видео, на этот раз с другого ракурса, словно снятое со 2-го этажа здания напротив. На видео Чингук, кажется, отступает назад, на мгновение опускает взгляд, а затем поднимает лицо с выражением, которое трудно описать, что-то среднее между облегчением и нервозностью. Тэхён медленно кивнул. В следующую секунду они расстались. Слов не было слышно, только шаги и звук закрывающихся дверей автомобиля. Но для фанатов, которые годами ждали настоящего взаимодействия за кулисами, последние 3 секунды этого видео показались более значимыми, чем все остальное. И вот тут-то и возник главный вопрос. Если они встретились только как старые друзья, почему они выглядели такими напряженными? Ночь была далека от завершения, когда в интернете появилась 2-я часть видеозаписи. Если первое видео длилось всего 13 секунд, то это, почти 2 минуты, достаточно, чтобы изменить восприятие многих людей произошедшего. Видео было загружено без подписи, с одной лишь загадочной фразой «Правда не всегда видна на сцене». В течение нескольких часов видео набрало более 1 миллиона просмотров. Корейские пользователи сети начали сравнивать выражения лиц Чингука и Тэхёна покадрово. На 47-й секунде Тэхён опустил глаза и быстро заговорил. Чингук огляделся, словно убеждаясь, что рядом никого нет. Их жесты больше не были расслабленными, как у 2 старых друзей, непринужденно беседующих. В них чувствовалось едва заметное, но настоящее напряжение, которое могли уловить только те, кто знаком с языком их тела. Ближе к концу видео слева появилась черная машина без переднего номера, остановившись всего в нескольких метрах от них. Чингук, казалось, быстро повернул голову, а затем поднял руку, словно делая жест. Камера на мгновение дрогнула, и снимающий посмотрел вниз, стараясь не попасться. На этом видео закончилось, но дальше все стало сложнее. Фанаты с острыми аналитическими способностями начали делиться своими находками. Кто-то обнаружил, что та же машина была замечена у здания HYBE 2 неделями ранее. Совпадение? Или все-таки связь? Появилось еще больше теорий. Некоторые говорили, что встреча была посвящена секретному музыкальному проекту. Другие предполагали, что это было что-то более личное, слишком деликатное, чтобы говорить об этом публично. Некоторые обвиняли СМИ в преувеличении. Но чем громче отрицание, тем сильнее росло любопытство. HYBE наконец сделали краткое заявление через своего представителя: «У нас нет комментариев относительно личной деятельности наших артистов».
Всего 9 слов, но эффект был колоссальным. Тема стала трендом номер 1 в Азии и распространилась на международные форумы. Фанаты задавались вопросом, почему HYBE предпочли молчание разъяснениям. Несколько журналистов, пытавшихся посетить место встречи, обнаружили еще один странный факт. Камеры видеонаблюдения вокруг были демонтированы на следующий день после того, как видео стало вирусным. Владелец соседнего магазина признался, что его не просили удалять запись, но что систему хранения данных похитил кто-то, представившийся сотрудником службы безопасности крупной развлекательной компании. Никто точно не знает, кто это был, но начали распространяться слухи, что HYBE отправила команду, чтобы замести все следы, которые могли бы усилить подозрения общественности. Тем временем анонимный свидетель написал личное сообщение на один из развлекательных онлайн-каналов. Он заявил, что был там же в ночь инцидента. В своих показаниях он написал: «Я видел, как двое людей выходили из студии около 23 часа 40 минут. Они были в темной одежде и выглядели спешащими. Один из них открыл телефон и что-то показал другому. Я не мог расслышать, но уловил одну фразу: «Мы не можем позволить им узнать». Одного этого предложения было достаточно, чтобы содрогнуть общественность. Кто они? И что же не могло быть известно? Вскоре после этого анонимный аккаунт исчез. Все посты были удалены, профиль деактивирован. Но скриншоты его сообщения уже разлетелись по всему миру. Даже крупные новостные порталы начали ссылаться на эту фразу как на доказательство того, что что-то скрывается. В разгар накаляющейся ситуации пользователи сети заметили кое-что еще. Активность обоих айдолов в социальных сетях внезапно изменилась. Чингук, обычно активный на музыкальных платформах и в прямых трансляциях, внезапно перестал появляться. Его последний пост состоял из эмодзи песочных часов и подписи «Пока нет». 2 дня спустя Тэхён написал на Уиверс: «Иногда тишина громче всего на свете». Эти 2 предложения породили новую теорию среди ARMY. Были ли они зашифрованными посланиями? Международные фанаты начали переводить и интерпретировать каждое слово, анализировать время загрузки и даже обращать внимание на тон используемых эмодзи. В глобальном фандомном сообществе образовались небольшие группы, которые с поразительной точностью обсуждали каждую зацепку, словно разгадывали сюжет детективной драмы. Один популярный японский форум провел глубокий анализ жеста Чингука с поднятой рукой на видео, предположив, что это не случайность, а сигнал, обычно используемый телохранителями HYBE. Если это правда, то встреча была не спонтанной, а намеренно организованной, охраняемой и скрытой. В воздухе висел главный вопрос: если встреча действительно была корпоративным секретом, почему они выглядели взволнованными? А если это не было деловым вопросом, зачем им нужна была охрана? По мере того, как слухи выходили из-под контроля, HYBE ужесточила доступ СМИ. Журналистам, пытавшимся проверить информацию в штаб-квартире HYBE, как сообщается, было отказано во входе без письменного разрешения. Один репортер даже заявил, что за ним следили после того, как он вышел из здания. «За мной почти 10 минут следовала черная машина», написал он в ныне удаленном посте. «Не знаю, совпадение это или нет, но у меня было такое чувство, будто за мной следят». История теперь напоминала полноценную конспирологическую драму. Из короткого видео она превратилась в масштабный рассказ о секретах, давлении индустрии и темной стороне славы. Фанаты начали задаваться вопросом, не борются ли Чингук и Тэхён за что-то, за дружбу, свободу или за проект, запрещенный для публики. На Reddit появился вирусный пост с вопросом: возможно ли, что они создают музыку без разрешения HYBE? Вопрос собрал десятки тысяч комментариев. Некоторые даже цитировали старое интервью, в котором Чингук однажды сказал: «Когда-нибудь я хочу создать что-то без ограничений, без правил». Неужели та ночь стала началом чего-то без правил, о чем он говорил? Прежде чем теория успела развиться, появилась новая фотография, опубликованная пользователем, выдающим себя за фотографа-фрилансера. На снимке были изображены 2 силуэта, идущие по коридору того же здания, всего через несколько часов после записи второго видео.
Оба были одеты по-разному, но тени на полу выявили характерные детали: татуировку на правой руке и тонкую цепочку на левом запястье, две черты, которые фанаты сразу узнали. Фотография снова вызвала бурю негодования. Но, как ни странно, всего через 3 часа она исчезла со всех платформ. Аккаунт фотографа также был деактивирован. Никто не знает, кто его удалил, но некоторые пользователи рассказали, что получили личные сообщения с предупреждением не делиться изображением, если не хотите проблем. С наступлением ночи виртуальный мир охватило напряжение. Фанатов уже не просто любопытствовало, они были обеспокоены. Все ли в порядке с 2 айдолами? Почему все улики так быстро исчезли? И кто пытался все скрыть? На следующий день в популярной радиопередаче известный диджей коснулся этой темы. «Иногда, — сказал он, — самые тихие ночи скрывают самые громкие истории».